Какой для тебя идеальный планер? Для меня это формат Midori, простота в исполнении и стильный дизайн. Сейчас я хочу представить мастер-класс о создании такого изделия. И всем привет-привет! Снова с вами я, Яна Седышева. В мастер-классе я не буду говорить о размерах заготовок, так как они все есть в макете для резки на плоттере, который вы найдете по ссылке в описании. Макет подойдет для всех видов плоттеров, но говорю, что готовый планер изготовлен и протестирован на плоттере Silhouette Cameo 4. Также порекомендую миллиметровый кожзам и длинный коврик. В моем случае это Carrier 30 на 60 см. Макет состоит из 3 файлов. Обложка с хлястиком, внутренности из картона и кармашки. Начну с обложки. Я использовала кожзам Zephyr, и при данной раскладке можно сделать 3 планера, меняя цвета на коврике. Я выставила значение для длинного Carrier 30 на 60 см, но при желании их можно менять. А для резки использовали стандартные значения для материала искусственная кожа, такие как вылет ножа 6, сила 33, скорость 3 и проходов у меня будет 2. Для внутренности я использовала картон плотностью 300 грамм на метр квадратный, и вам рекомендую использовать плотный картон. Настройки для резки ножа я создавала сама, поэтому вам его расскажу. Вылет ножа 4, сила 30, скорость 4 и 2 прохода. В случае с внутренностями не обязательно использовать длинный Carrier. Все элементы попадают в зону резки, поэтому при желании можно поменять настройки на стандартное значение коврика 12 на 12 дюймов. От стандартного отреза кожзама 35 на 70 см остается узкая и длинная полоса, которую можно использовать для кармашков, поэтому они и расположились в вертикальном направлении, но можно поменять на любое расположение элементов. Заготовки из кожзама, нарезанные плоттером, я склеиваю при помощи клея от Novoa Tonic Studio. Клей наношу на торец заготовки. Затем на ровной поверхности необходимо совместить 2 детали, сдавливая друг к другу и убирая излишки клея. И повторяю последовательность действий с недостающей частью. Необходимо подождать около 5 минут, чтобы клей схватился, и приступать к следующему этапу. На этом этапе необходимо придать прочности обложки и сделать ее более плотной, но не менее мягкой на ощупь. Я не люблю толстые обложки и долгое время искала пути решения этой проблемы. Для себя я нашла решение приклеивать плотный кардсток к кожзаму, но сначала необходимо сформировать линии сгиба корешка. Для удобства плоттер сделан отсечки на детали, что исключило необходимость линии их бига, осталось только согнуть их в одном направлении. После того, как я согнула все линии, проверяю плавные сгибы на каждой детали. Деталь для внешней части обложки больше на 2 мм, чем внутренняя деталь. Я акцентирую на этом внимание, так как это очень важно. На внешней детали клеевой материал наносится со стороны выпуклости, а на внутренней с впуклой стороны. Выбор клеевого материала – это отдельная тема.
Я перебирала многие из них. Из распространенных клей Момент Кристалл. Он ведет картон и повреждает кожзам. Клей на основе ПВА ведут саму обложку и хрустят. Клеи типа помпон не только хрустят и ведут обложку, но и стекленеют. Поэтому остановилась на двустороннем скотче. Ну и с ними все так просто. Клей скотч необходимо с отступом в 1 см от края, иначе при прошивании обложки игла облипает скотчем. Не дает челноку зацепить нижнюю нить, и строчка просто не образуется. Проверено на 2 машинках, поэтому не допускайте моих ошибок. Для удобства размечаю линии по периметру на расстоянии 1 см. В мастер-классе я использую двусторонний скотч от фабрики Decoro 2,5 см и клею его в стык. Оставшиеся части подбираю двусторонний скотч, после фиксирую всю поверхность, проходясь поверх с нажимом палочкой для беговки. И снимаю защитную ленту. На оставшийся контур в 1 см толщиной я наношу клей так иглу. Из-за того, что поверхность маленькая, ее не будет вести. Она не будет хрустеть, но надежно зафиксирует кожзам. Помогать мне в этом будут силиконовые кисти. Распределение клея произвожу на тыльной стороне заготовки. После переворачиваю картон, располагаю примерно по центру и опускаю деталь. Так как большая часть оклеена скотчем, то не нужно ждать высыхания, не нужно бояться непроклеенных пузырей. Просто необходимо провести палочкой для беговки для лучшего сцепления материала, и все. Сгибаю и приклеиваю оставшиеся части, оставляя нетронутыми углы, а их я оформлю позже. Кожзам на уголках подрезаю на расстоянии 5 мм до края. После распределяю клей по тыльной стороне кожзама. Далее давящими движениями аккуратно натягиваю кожзам на картон и придавливаю палочкой для беговки. Излишки кожзама подрезаю ножницами и опять же орудую палочкой для беговки. Повторяю все действия для оставшихся уголков. Внутренняя часть похожа по этапам на внешнюю, с одним отличием, что скотч я приклею с впуклой стороны заготовки. Отмеряю по 1 см от края по периметру, клею двусторонний скотч-стык и приклеиваю кожзам.
Далее я не приклеиваю оставшийся кожзам к картону, а срезаю его по коротким сторонам, чтобы избежать лишнего объема на карманах. Отложу ненадолго заготовку в сторону и перейду к листику. Здесь я склеиваю все части наклейток иглу, совмещая по отверстиям. На очереди кармашки. Они нам нужны в готовом виде для окончательного оформления внутренней части. Сначала необходимо сформировать край входа в карман и нанести разметку линиями бига для ориентации его расположения. Для входа в карман я наношу линию бига на расстоянии 2,7 дюйма от края. Обязательно формирую сгиб. Затем переворачиваю карман на 180 градусов и на расстоянии 2,5 дюйма провожу линию бига. Это расстояние на подгиб. И повторяю действие для второго кармана. Формирую вход в карман, подворачиваю короткую сторону и приклеиваю наклей Nuvo, так как он быстрее схватывается. Этот этап мне нужен для фиксации, как временный. Позже я прошью край на швейной машинке. Стараюсь формировать ровную линию, чтобы вход в карман было проще прошивать, и так изделие будет выглядеть аккуратнее. И повторяю действие со вторым карманом. А пока объясню, почему не подворачиваю кожзам. Кожзамной ткани имеет внушительный объем. По коротким сторонам был бы значительный бутерброд, который неудобно прошивать, поэтому необходимо срезать лишний кожзам. Если ты будешь использовать ткань вместо кожзама, то ее можно подвернуть сразу после фиксации картонной основы. Но вернемся к заготовкам. На этом этапе необходимо обозначить условный верх и низ, чтобы не перепутать карманы. Также тыльная и внешняя сторона будут смотреться аккуратнее. Далее совмещаю линию бига с краем и отмечаю окончание кармана на длинных сторонах подгиба внутренней заготовки. А после срезаю лишний кожзам. Затем необходимо сопоставить карман и нанести линии изгиба по коротким сторонам, чтобы срезать лишний кожзам с мест на подгибах. Клей Nuvo довольно плотно держит, но также дает возможность отклеить части без деформации кожзама. Повторю последовательности для второго кармана. Теперь настало время работы швейной машинки. Хлястик я прошью по периметру с отступом от края в 2 мм, а карманы только с места входа, также с отступом в 2 мм. Хлястик я начинаю прошивать с середины короткой стороны, так проще спрятать нити.
На хлястике нет достаточного объема, и моя машинка делает кривые стежки, поэтому мне приходится их равнять палочкой для беговки. А сейчас я покажу, как прячу нити. Для этого мне пригодится большая толстая игла с длинным ушком. Я вытаскиваю нити наружу, заправляю в иголку и делаю стежок так, чтобы он выходил между двумя деталями кожзама. Далее я подрезаю нити ножницами. Заправляю кончики в бутерброд и проклеиваю стык клеем. Так шов не расползется, а снаружи не будут видны узелки. Теперь я уже могу приклеить оставшиеся части на подгибку внутренней части изделия. За ними следуют карманы. Последовательность та же, как и для внешней части планера. Главное ориентироваться на верх и низ, которые я обозначила ранее. Приклеиваю длинную сторону, затем короткие, а потом формирую уголки. В итоге получилась идеальная внутренняя часть без лишнего объема там, где он мог бы быть. Сейчас мне осталось только совместить внешнюю и внутреннюю часть, для этого я буду использовать двусторонний скотч. Затем мне только остается разместить одну часть на другой, сопоставить и прижать. Готово! Но это изготовление окончательное. Периметр необходимо усилить при помощи стежков швейной машинки. Конечно же, шучу, просто прошиваем по периметру. Строчку начинаю с окончания кармана, которые находятся на задней стороне обложки. Так будет проще и удобнее вытащить ниточки и скрыть узелки. Начало и конец строчки в этом случае делаю внахлёст. Когда я вытаскиваю нити, то крайний стежок распускается, поэтому стоит обратить на это внимание. Провожу действия, которые были на хлястике, с одним отличием. Иголку я вывожу в карман, и ниточки будут прятаться в нем. Чем ближе к краю кармана будет нить, тем проще будет делать узелок. Делаю 2 или 3 узелка и обрезаю нити, оставляя около 1 см от узелка.
Обложка почти готова. Осталось сделать отверстие, установить люверсы и вдеть резинку. Начинаю с отверстия под люверс по центру. В нем будет крепиться хлястик. Нахожу середину и отмечаю ее. Здесь мне помогает Big Bite от VR Memory Keepers. Устанавливаю пробойник на 3/16 и делаю отверстие. Я использую серебряные люверсы с обратными элементами для всех отверстий. Лучшая связка для установки этих люверсов – нижняя часть на установщике под номером 3, верхняя А. Я кладу обратный элемент на нижнюю часть, люверс вбиваю в отверстие и зажимаю Big Bite. Мне кажется, это идеальный результат. Далее я устанавливаю люверсы на хлястик тем же способом. Для отверстий под резинку необходимо знать объем тетрадей. Перейду к их изготовлению. Я распечатала страницы планера форматом Midori от скраб-помощницы. Ссылку на них ты найдешь в описании. Доска для биговки не попадала ложбинкой под нужное расстояние. Приходилось смещать лист. Поэтому на этом этапе мне пригодится резак от рукоделия. В нем есть насадка для биговки. Также я отметила карандашом место расположения страничек, чтобы биговка была на одном уровне, что очень упростило мне жизнь. Бигую каждый лист, не усердствуя с нажимом. Так тетради сложатся аккуратно, без заломов. Пока я бегу, расскажу, почему именно эти странички мне нравятся. Мне нравятся сами дизайны и формат, в котором они продаются. У скраб-помощницы можно отдельно приобрести верстку, что экономит время на составлении тетради и печати. Также есть дополнительные материалы в виде стикеров для печати и резки на плоттере. Мне удобно, когда в одном месте ты приобретаешь целый комплект. Советую на этапе биговки сразу формировать порядок тетрадей. Это сэкономит время в будущем. И ты только посмотри, какая классная линия бига получается. Знаю, что многие девочки прошивают тетради на швейной машинке, а мне нравится скреплять скобами тетради. Есть в этом что-то фабричное, аккуратное. В этом мне поможет доска со степлерами Stapler Board от VR Memory Keepers, но сначала необходимо зафиксировать тетради канцелярскими зажимами. Сейчас я отмерю по линии бига одинаковое расстояние от каждого края в 3,5 см и середину, чтобы скобы были на одном уровне. На доске есть перекрестие и метки на магнитном ограничителе, который прижимает бумагу и размещает степлер. На них я буду ориентироваться при расположении тетради. Линию бига на тетради я располагаю вдоль линии, которая ближе к краю доски, совмещая их. Проверяю, чтобы металлический круг был нужным зажимом, в моем случае размер М. Далее мне необходимо разместить тетрадь так, чтобы магнитный ограничитель двумя метками располагался вдоль линии бига, а третий смотрел на метку. Выбираю нужный степлер, это размер М, кладу его в ограничитель и нажимаю на него, а после прижимаю скобы палочкой для биговки. Так я избегаю лишнего объема и уверена, что скобы не будут цепляться за резинку. Чтобы согнуть тетрадь ровно, нужно точно совместить углы и аккуратно нажать на сгиб. Затем пройтись по краю с нажимом палочкой для биговки. При желании тетради можно на ночь положить под пресс, но в моем случае в этом нет необходимости. И повторяю последовательность действий для всех тетрадей. Следующий этап – это подрезка тетрадей. Я отметила от корешка по 11 см сверху и снизу, обновила нож на резаке, сопоставила линейку по меткам и провожу резаком без смещения и нажима по тетради, пока не почувствую, что листы не кончились. Возможно, это 10-15 раз, я не знаю, сколько вам понадобится. И так для каждой тетради. Следующее действие – это скругление углов, и оно абсолютно не обязательно. На этом этапе я использую скруглитель углов от VR Memory Keepers.
За кадром я вложила тетради в обложку и определила расстояние для отверстий. Это где-то по половине дюйма от центра. Для прокалывания отверстий близко к краю мне сподручнее пользоваться обычным крокодилом с ограничителем на 1/4 дюйма. А устанавливать люверсы мне удобнее при помощи большого бигбайта. Необходимо вдеть резинку в обложку. Я буду использовать шляпную резинку 2 мм в диаметре, а также буду устанавливать в виде ограничителей ювелирные концевики. Завожу резинку с внешней стороны в левый нижний угол, продеваю наружу в левый верхний угол. Далее вывожу из верхнего правого угла и завожу в правый нижний. Повторяю движение 3 раза, так как у меня 6 тетрадей. Концы резинки временно креплю на канцелярские зажимы. Стыковываю концы резинки и закрепляю на зажим. У моего концевика есть ушко, которое необходимо обломить плоскогубцами. После я аккуратно снимаю зажим, выравниваю резинку и завожу концевик под резинки. Одной рукой придерживаю резинку и концевик, второй зажимаю металлические ушки. Я прикладываю достаточно усилия, чтобы зажать ушки. И перед тем, как отрезать резинку, советую ее натянуть и проверить, как она там держится. Затем натягиваю резинку и отрезаю. Так некрасивый кончик спрячется в концевике. Сейчас я вкладываю тетради в обложку, чтобы померить, сколько нужно отрезать резинки. Обеспечиваю среднее натяжение резинки и отрезаю ее с небольшим запасом. После вдеваю хлястик в резинку, а кончики отправляю в среднее отверстие и закрепляю их на концевик. И настало самое кайфовое время. Это вдеть тетради в обложку и наслаждаться результатом. Кайф! Вот какие замечательные планеры получились в итоге. Я супер довольна результатом. А ты? Далее будет быстрый обзор планера, его и его страничек. Я рада, что ты была со мной все это время. Подписывайся на канал, если еще этого не сделала. Ставь лайки, пиши комментарии. До новых встреч и пока-пока!